Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я расскажу вам, как быстро выучить русский язык. Первое и самое главное, у вас должна быть цель, которая бы мотивировала вас изучать русский язык. Но не призрачная, вроде «когда-нибудь я устроюсь на работу, где мне пригодится русский язык», или «когда-нибудь я поеду в Россию в путешествие, поэтому неплохо было бы начать учить русский язык». Цель должна быть реальной. Например, у меня есть русские друзья, и я хотела бы говорить с ними на русском языке. Или я работаю в международной компании, где мне нужно знать русский язык. Или через пару месяцев я еду в Россию, и мне нужно срочно научиться объясняться по-русски. Второе, но не менее важное, вы должны заниматься каждый день, пусть и понемногу. Во-первых, это войдет в привычку. Во-вторых, так более эффективно, чем заниматься по выходным. Я, кстати, сама когда-то пробовала заниматься английским по воскресеньям. Сначала я занималась час, потом полчаса, потом я делала это через выходные, а потом и вовсе забросила. Это же мой выходной. И мне хотелось отдохнуть, а не забивать свой мозг целый час разной информацией. Третье. Найдите канал на YouTube на русском языке. Этот канал обязательно должен быть вам интересен, чтобы вы хотели понимать, о чем говорит блогер. Также можно найти интересные фильмы на русском языке, современные или советские, и смотреть их с субтитрами и без них, пытаясь понять, о чем говорят герои фильма. Из советских фильмов можно посмотреть «Приключения Шурика», там много разговорной лексики, да, и серии очень смешные. Вам они точно понравятся. Из современных фильмов «Питер ФМ», но он для уровня А2 и выше. И другие. Список фильмов, которые я советую для просмотра своим студентам, вы можете найти на моей странице на сайте Patreon. Ссылку на пост с перечнем фильмов я оставлю для вас в описании к этому видео. Конечно, смотреть и понимать фильмы очень сложно, поэтому я советую вам начать с каналов на YouTube на русском языке. У меня также на сайте Patreon есть перечень каналов, которые я советую к просмотру. Также, если вы любите музыку, то можете слушать русское радио. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Четвертое. Читайте книги на русском языке. Не обязательно русские. Например, вы можете прочитать на русском языке серию рассказов Роба Скоттона «Котенок Шмяк». И вообще, мне кажется, лучше начинать с книг для детей. Они написаны более простым и понятным языком. Например, рассказы Николая Носова. Вообще хороших авторов много. Список детских книг, которые я советую к прочтению, вы также найдете на моей странице на сайте Patreon. Там есть не только перечень этих книг, но и рабочие ссылки, перейдя по которым вы сможете читать эти книги онлайн или скачать их. Пятое и самое приятное. Путешествуйте. Не обязательно в Россию. Вы можете посетить любую из бывших советских республик. Там обязательно найдутся люди, говорящие на русском языке. Например, в Беларуси, Украине или Казахстане. В Беларуси вообще все люди говорят на русском языке, ведь он один из государственных языков. Шестое. Найдите друга-носителя русского языка и общайтесь с ним или с ней по скайпу. Я знаю, найти русскоговорящего друга непросто, но ничего не выходит у того, кто ничего не делает. Так что дерзайте, и у вас обязательно все получится. Друзья, если мои советы были для вас полезными, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, которые также изучают иностранные языки. Не забудьте подписаться на мой канал. Если у вас есть свои советы, как быстрее выучить иностранный язык,
обязательно делитесь ими в комментариях к этому видео. А я желаю вам удачи в изучении русского языка и хорошего настроения. Пока!